Здравствуйте, меня зовут Дарья, и сегодня я хочу попробовать надеть недоуздок на жеребенка, которому 2 недели. Он еще совсем маленький, но почему я хочу это сделать? Мы как-то снимали видео про надевание в первый раз недоустка на жеребенка недоверчивого, который к человеку был, не очень расположен, и надевала я на него этот недоуздок в течение минут 15, наверное, потому что он постоянно убегал. Это происходило в деннике. Но в конце концов мы на него недоуздок надели. Вот. А сейчас я хочу сделать такое противоположное тому видео о том, что все же жеребята бывают разные. И некоторые с самого рождения человекоориентированы, и надеть недоуздок на такого же ребенка совершенно другое дело. И сегодня я попробую первый раз надеть на одного из жеребят недоуздок и даже попробую его немножко поповаживать. Жеребенок изначально ручной, то есть он ориентирован на человека, он очень контактный, с удовольствием общается, то есть он чешется, гладится. Эти качества у него, собственно, они буквально выявились со второго, наверное, первого-второго дня жизни. И как бы этот же ребенок, противоположность тому, о котором мы делали видео зимой. Вот. Ну, сейчас посмотрим, как это все будет происходить. И мой сладкий, стоим, да. Мы будем одеваться. Тут что клево, тут вот у нас, опа. Да, такая здоровская штучка. А вот на эту мы одели недоуздок, просто стой. Чешемся. Вот, сейчас завяжемся. Оп. Есть. Все. На эту девушку мы недоуздок надели очень легко. Стой. Стоим. И даже сейчас попробуем немножко оповодиться. Вот ей, кстати, 1,5 месяца, вот этой кобылке. И мой сладкий сюда. Тоже ручная девушка. Немножко стой. Пойдем. Она не ожидала такого. Устояла. Молодец. Иди сюда. Пойдем. О, давай. Молодец. Пойдем. Ну, сейчас я тяну. Для чего? Чтобы как только она подастся вперед, я ослабила давление ей на затылок, и она поняла, что лучше не сопротивляться. У нас такое маленькое родео. Остановилась, я ее немножко похвалила. Вот сейчас мы идем к табуну. Оп. У нее не получилось убежать. Значит, что я делаю? Я на нее, ей через давление на недоуздок оказываю давление на затылок.
И она должна в конце концов уступить этому давлению и сделать шаг. Как только она поймет, что она уступила и это закончилось давление, ну, давление прекратилось, она поймет, что нужно идти за чомбуром. Вот мамка пришла. Давай. Вот, хорошо. Сейчас она немножко уступила. Сейчас еще попробуем. Вообще поваживание жеребят – это дело такое достаточно, скажем так, напоминающее родео немножко с бычком. То есть жеребенок всячески упирается и пытается вырваться. Ну а вы делаете так, чтобы жеребенок понял, что за вами идти будет гораздо прикольнее, чем от вас. Вот. Сейчас она немножко уступила, я ее отпустила. Иди к мамке. Тебя мамка зовет, давай. Вкладывай. Пойдем. Вот сейчас она пытается убежать, но вынуждена идти рядом. И скоро поймет, что все-таки мы, когда идем в нужном направлении спокойно, достигаем результата, да? Вот мамка ее зовет, она пытается убежать. Пошли. Вперед. Давай, 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 давай. Угу. Вот мы уже двигаемся вперед, мы уже не осаживаем. Вся недовольная, очень недовольная ребенка. Пошли. Вперед. Вот первый шаг. Сейчас попробуем еще. Второй шаг. Третий шаг. Тише. Так, молодец. А еще. Почему я тяну? Чтобы показать ей, что нужно двинуться вперед. Все-таки на этом моменте нужно ее перетянуть. Перетянуть и отпустить. Хорошо. Вот она уже начинает потихонечку отвечать. Вот, хорошо. Отлично. Пойдем. И вот уже начинает потихоньку двигаться вперед. Так, хорошо. Пойдем. Конечно, ребенок в таких непонятках. Что это, говорит, такое происходит? Такого никогда не было. Стой. Хорошо. Теперь я попробую еще немножко потянуть все на себя.
Мы упали, вскочили. Вообще, когда падает лошадь, она понимает, что не права. Вот, и что кто-то, который рядом, более сильный. Поэтому нельзя бросать то, что вы делаете, бежать лошадь поднимать, она сама встанет. Так, хорошо. Вот она уже ответила. Стой. Пойдем. Пошли. Стой. Стой. Нет. Вообще хочу сказать, что если вы будете оповаживать жеребенка, скажем, который ведет себя подобным образом позже, то вот эти все скачки и сопротивления будут более мощными. И, допустим, удержать на чомбуре коня весом под 200 килограммов уже будет посложнее, чем жеребенка, который весом, допустим, 100. Отходим. Поэтому, в принципе, можно начать оповаживание пораньше. Что мы делаем? Мы заставляем жеребенка ответить на наше давление. Двинуться в ответ на давление. Как только жеребенок двигается в ответ на давление, мы сразу это давление отпускаем. Хорошо. Еще разок. Хорошо. Еще разок. Хорошо. Хорошо. Молодец. Пойдем. Давай еще. Хорошо. Так, хорошо. Вот теперь она идет, делает несколько шагов рядом. Я практически не давлю на недоуздок. Теперь ее останавливаю и хочу развернуть в другую сторону. Вот, она уже отвечает. Хотя от мамки уходить не очень хочет. Ну, ничего страшного. Мы пойдем вокруг. Пошли. Вперед. Нет. Ходим. Иди сюда. Пошли. Вперед. Вот она уже сейчас потихоньку отвечает. То есть уже не так сопротивляется, как это было в начале.
Угу. То есть она начинает понимать, что если мы не сильно сопротивляемся, то, собственно, сопротивляться и не нужно. Так. Тише. Стой. Я уже не такие усилия прилагаю для того, чтобы ее повернуть. Ну, она уже идет за мной. Вперед. Давай, 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 давай. Подходим. Пошли сюда. Давай, 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 давай. Пойдем. Пойдем. Хорошо. Ты умница. Стой. Тебя дай почешу. Такая немножко ошарашенная. Говорит, что это вообще было? Пойдем. Хорошо. Молодец. Мы уже ходим. Стой. Умница. Будем учиться ходить рядышком. Пойдем. Нет. Пойдем. 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 Нет. Это я делаю для того, чтобы она не прыгала на меня, отошла в сторону. Прими. Вообще, если при оповаживании, допустим, показать же ребенку, что вы его боитесь, будете от него отпрыгивать, Канада, уйди, отпрыгивать, то же ребенок может этому научиться и прыгать на вас лапами. Тише. Ну-ка, отошла. Отошла, 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 отошла. Вот так. Еще. Особенно это часто происходит с жеребятами, которые очень ручные. И с которыми няшкались, как с этой, которые с удовольствием лезут на ручки, обниматься, целоваться, чесаться, то такие же ребята могут очень быстро научиться не уважать человека и прыгать на него ногами. Зашла. Давай, 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 давай. Вот. Вот так. Пойдем. Хорошо. Пойдем. Малявка такая оказалась достаточно с характером. Пошли. Пошли. Сейчас сделаем небольшой кружочек. Вот, хорошо. И пойдем догонять табун. Но сделать это, то есть идти в выбранном ею направлении мы должны лишь тогда, когда она согласится не сопротивляться. Нет, не бегаем. Ну-ка, вперед, давай. Развернись. Нет. Рядом мы пойдем. Вперед. Пошли. Пошли. Хорошо.
Вот она идет, в принципе, тормозя, хотя могла бы убежать. Но пока у нее, конечно, это не получается. Пытается найти путь решения возникшей проблемы. Но я хочу, чтобы она уступила и расслабилась. Канада. Хамье. Молодец. Хорошо. Тише. Тихо. Стой. Пойдем. Вот мы немножко поводились сейчас. Поняли, что идти рядом оно гораздо приятнее, чем сопротивляться. Пойдем. Вот она, несмотря на то, что мы сейчас водились и сопротивлялись, она при этом нисколько не стала более какой-то пугливой, чем это была изначально. То есть это не является поваживание, скажем так, пуганием жеребенка или деланием его более нервным и пугливым. Ничего подобного. Просто жеребенок учится уступать и понимать, что просьба человека, она, собственно, закономерная, ей надо уступить, как в табуне просьба, допустим, другой лошади, скажем так, отойти нижестоящую по рангу лошадь в сторону, это тоже не говорит об агрессии или не говорит о каком-то, скажем так, какой-то опасности, просто такие правила. У нас тоже такие правила. Пришел талисман и мелкую укусил чуть-чуть. Не то, что укусил, а просто сказал: отойди. А почему ты сопротивляешься, почему ты не слушаешься? Вот. И сейчас она, в принципе, должна принять мои правила, что мы ходим вот так, за веревочку, вместе. Когда я прошу, мы останавливаемся. И это не страшно, а вот так. Такие у нас сегодня правила. Конечно, она какое-то время сопротивлялась, это обязательно. Но вы должны сделать так, чтобы жеребенок понял, что сопротивляться вам бессмысленно, и просьбы ваши, они четкие и понятные. И вы должны дать понять жеребенку, что если жеребенок сделает то, что вы просите, то все будет хорошо и комфортно. Вот сейчас мы пойдем за мамкой, подойдем, и я уже ее отпущу, потому что, собственно, я сегодня получила то, что мне нужно было. Кобылка оповожена, она научилась уступать, она научилась понимать давление, она научилась не сопротивляться. И, в общем-то, первый урок у нас по оповоживанию мелкой козявки прошел, в принципе, успешно. Сейчас мы еще немножко для порядка сопротивляемся, но она должна понимать и сейчас, и в дальнейшем, что вас невозможно переубедить, что вы все равно добьетесь своего, вас нельзя напугать. Пойдем. Потому что вы не боитесь. Вы сильнее, умнее. И любые ее выкрутасы, собственно, не поимеют никакого эффекта.
Причем она не злится, если посмотреть на ее уши. Она пытается придумать что-то, чтобы, ну, скажем так, стать свободной. Но чтобы стать свободной, нужно подчиниться. Поворот. Пойдем. Хорошо. Еще назад. Пойдем. Мать сейчас ушла. Ей хочется за ней. Она должна сделать то, что я прошу. Нет. Пойдем. Молодец. Хорошо. Стой. Стой. Молодец. Стоим. Ты молодец. Ну что, давай я тебя отпущу. Ты пойдешь к мамке. Тише. Хорошо. Ты молодец. Все, свободно. Ну вот мы сегодня хотели оповодить одного жеребенка, оповодили другого. Вот. Ну, собственно, сегодняшний день тоже прошел не зря. Может быть, даже смысл было поводить сегодня более старшую кобылку, потому что ее уже пора бы начинать водить на недоустки, и скоро уже нужно будет ее расчищать и учить фиксироваться на коновязи, приучать заходить в станок. Вот, так что мы сегодня сделали очень важное дело, научили ее уступкам. Первым уступкам в твоей жизни на давление. Вот, ну, думаю, что дальше у нас дело пойдет лучше, быстрее. Вот, и потихонечку оповодятся все остальные жеребята. Кстати, эта кобылка, с которой мы сегодня занимались, она родилась первая, и из всех жеребят самая старшая. Ну что, всего хорошего, смотрите наш канал, до свидания.